Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас утро. Я, как обещала, мы сделаем первую подкормку нашей пшеничной закваски. Я, конечно же, прошу прощения за вчерашнее сорванное, не до конца заснятое видео, где я не попрощалась с вами. И сегодня доброе утро уже. И мы просим, да, подписывайтесь на наш канал, ставьте класс. А также пишите, если есть у вас какие-то вопросы, предложения или что-то новенькое даже для нас. Делитесь с нами своим опытом и своими вопросами. И я еще вчера, да, замесила сразу после презентации такой нашей пшеничной закваски. Я сразу же замесила ржаную закваску. Также взяла 25 грамм воды, 25 муки. Я напоминаю, что мы замешиваем с вами закваску 100% влажности. И давайте посмотрим наша пшеничная, что делает. Она осталась практически такой же, чуть потемнела, совсем немножко пузырьков. В общем, сил у нее пока нету. Она у нас слабенькая, поэтому мы ее подкормим. На видео часто показывают, что кормят закваску в этом же судочке, где она живет, хранится. Но мы ее не будем мучить, все время ее замешивать. Я ее кормлю, делаю, замешиваю отдельно в блюдечке. Берем 25 грамм муки. Опять же, это второй день утра, даже сутки не прошли, часов 12-15 прошло. Почему так часто кормлю? Сегодня еще, может быть, ближе к вечеру покормлю. Может быть, из-за того, что, да, маленькое количество муки, она быстрее доходит. Берем также воду. Я беру с крана, у нас вода более-менее приемлемая. Иногда даже и пить можно. Да, поэтому мы замешиваем в тарелочке это количество муки с водой. И высыпем в нашу закваску, чтобы не было комочков. Маленькое количество, оно делается все очень быстро. Вот так. И уже нежненько, осторожно перемешиваем вот так вот до однородной массы нашу пшеничную закваску. Очень хотелось бы узнать, как древние египтяне делали закваску, как этот весь процесс проходило, потому что даже я читала в раскопках египетских пирамидов находили хлеб, не какие-то лепешки, да, как нам часто думается, что раньше пекли такой какой-то первобытный хлеб низкого качества, находили именно буханки, поднятые, которые могли подняться только на закваске. И вот так. Так что египтяне древние уже ели хлеб на закваске. И также мы делаем с нашей пшеничной закваской ржаной. Я хочу сказать, что я вам говорила, что строго следовать рецепту не всегда получается. Почему? Потому что ржаная закваска, вот видите, мы будем замешивать сейчас с водой, она возьмет чуть больше воды, чем пшеничная. Пшеничную поставила ровно 25, а на ржаную вот сейчас поставлю ровно 25 воды, и увидите, насколько она будет густая, и ее тяжело мешать. И поэтому в конце мы добавим буквально капельку воды. Ржаная мука, она впитывает больше влаги, чем пшеничная.
принципе, она пойдет. Вот такая она. Она вообще вот от ложки практически не отходит. Можете добавить чуточку воды. Буквально там 2-3 грамма, не больше. И еще раз размешаем. Поэтому я вот вам советую не замешивать в основной закваске муку и воду, а в отдельной посуде. Вот мы добавили пару капель воды. Не всегда, конечно, приходится следовать рецепту, а действовать интуитивно, на глаз, на состояние, на консистенцию, вернее, и замешиваем уже в нашем судочке. Хочу сказать, что ржаная закваска, она быстрее, как сказать, она быстрее набирает силу и набирает в росте, да, чем пшеничная, потому что пшеничная мука, она проходит на мельнице очень много обработок, стадию очистки, отбеливания, еще что-то. А ржаная, она не проходит столько стадий очищения. Поэтому она очень быстро поднимается. Даже хлеб на ржаной закваске быстрее доходит, поднимается, чем на пшеничной. И мы закрываем это все, ставим в теплое место. Забыла сказать, что закваска нуждается в температуре плюс 24, 26, это 28, не ниже 24 градусов она у нас начинает работать, любит она эту температуру. Оставляем до вечера, и мы с вами еще увидимся. Все, до свидания.